Всем привет! Мы находимся на территории международного аэропорта имени Джона Фиджеральда Кеннеди. Я стою перед отелем TWA, где находятся выставочные музейные залы, в которые мы сейчас и пойдем. Идемте с нами! Сегодня путешествие начинается прямо с дороги. Вот она, красная машина мечты с надписью TWA и загадочным «Интеллигенция» сбоку. А впереди девушка, подтанцовывая, улыбается, как будто ведет нас за собой в 60-е. А вообще, эту идею заглянуть на Travel World Airlines подсказал наш друг Рэнди. И вот мы уже идем и мысленно благодарим его за наводку. Открываем дверь, и я у стойки взвешивания. Вокруг машинки из 60-х, телефон с диском. Ощущение, что попало в ретро-офис времени. Если этот гараж улетит без меня, так я хоть буду знать, куда, где его искать. Алло, встречайте, уже вылетаю. Алло, багаж, ты опять улетел без меня? Чемодан стоит один. Опять решил лететь без меня? Идем дальше. Попадаем в фотогалерею звезд. Джон Кеннеди подмигнул. Мэрилин, как всегда, ослепительно. Битлз на своих волнах. Шелли, Элизабет, даже Труман воскликнул «Welcome!». А за углом Joy Cafe. Отличное место перевести дух перед TWA прыжком в 60-е. ZZ300 – малышка с характером. Этот автомобиль стал важным шагом в восстановлении марки BMW после войны. Мини-авто помогло компании удержаться. Мессершмитт КР-200. Мало места, много стиля. У машины 3 колеса и одно большое чувство собственного достоинства. Чтобы сесть вовнутрь, нужно было поднять прозрачный купол, как в кабине реактивного истребителя. И даже Элвис Пресли однажды позировал рядом с Мессершмиттом для фотосессии. А вот красавец Lincoln Continental, корабль на колесах. Сел в него и чувствуешь себя президентом, даже если просто машешь руками сквозь крышу. Машина говорит: не спеши, дорогуша, в 60-х мы ездим красиво. Двери у этой машины открываются навстречу, как огромная улыбка автомобиля. Прохожие останавливались и ахали: ого, что это за шик! Эмблема Lincoln Continental – знак роскоши. Автобус Volkswagen – не просто транспорт, а ретро-герой времени. Он стоит, как икона эпохи, напоминание, что когда-то можно было подъехать на нем к самолету. Покидая легендарные раритеты, шагаем со страницы истории на подиум будущего. Быстро идем по переходу. Вокруг картины из оргстекла. Все блестит, переливается. А мой чемодан весь в наклейках вдруг решает: «Эй, подожди, я тут главная звезда». И бац, вырывается и катится вперед, как будто знает дорогу лучше меня. Я свободен. Встретимся в пункте выдачи. Меня не удержать, я создан для приключений. Прогулка по терминалу, где будущее уже давно прошло. Перед полетом надо сыграть в игру. А вот тут настоящая игра твистер. Ноги туда, руки сюда. И через минуту я уже в позе, которую даже йоги не одобряют. Но главное не упасть и выглядеть уверенно. Ну, почти уверенно. Подождите меня, я еще в парикмахерской. 5 минут, подождите. Понял, не улетаем. Экипажа передали, ждем самую стильную пассажирку 60-х. Этот терминал открыли в 1962 году. Тогда это было будущее на Земле в футуристическом стиле. Архитектор Иеро Саринен построил такое чудо, что люди заходили и думали: ого,
в космосе летим. 19:62 уже объявили, поторопимся. Я иду вдоль TWA Shop. Красный логотип, винтажные сумки, сам гламур. Вокруг играет джаз из 1962 года. И настроение ready to fly, готовый к полету. Конечно, не удерживаюсь от ретро-шалостей. И, конечно, мне нужна аж Панама, ведь она уже стала частью моего фильма. Это не буфет, это взлетная полоса для еды. До посадки осталось 5 минут, а до конца буфета идти минут 15. Интересный факт. В эпоху Jet TWA на борту подавали такие роскошные блюда, что пассажиры шутили: «Мы летим не в Париж, мы летим поесть». В 60-х годах Кока-кола стоила 10 центов. Хватало одной монетки, чтобы поднять настроение себе и друзьям. Подождите, один чемодан забыли. Погрузила чемодан. Надеюсь, на этот раз он не решит путешествовать без меня. Во времена 60-х даже чемоданы путешествовали красиво. Имитация тушения пожара удалась. Но если у вас загорелось желание поставить лайк и подписаться, я не буду его тушить. А таблица-то устарела. Сейчас популяция в Америке 347 миллионов. В залах этого отеля выставлены уникальные ретро-экспонаты. Это была та эпоха, когда всего лишь за 10 центов можно было позвонить и услышать голос, который делал день лучше. Интерьер отеля Transit World Airlines будто шаг в будущее 60-х. Плавные линии, ни одного прямого угла, все течет, как аэродинамика крыла. Красные ковры, словно дорожка для гостей золотой эры полетов. Низкие ретро-кресла, стеклянные стены, вид на взлетную полосу. Каждый уголок шепчет «Добро пожаловать в эпоху Jet Age». Стюардессы в форме от дизайнеров Пьере Балмсин, Валентина, Ральф Лорен, Олега Кассини в 60-е умели летать красиво и всегда готовы к посадке на красную дорожку. Каждый манекен будто говорит: мы не работали в авиации, мы ее украшали. А вот стенд TWA. Настоящий подиум небесной моды. Стюардессы в 60-х не просто раздавали напитки, они устраивали показ мод на высоте 10 тысяч метров. Пуговицы от Валентина – маленькие знаки, но высокой моды. А рядом строгий Ральф Лорен, тихо намекающий: пристегните ремни и подписывайтесь на канал Таня 7038. Форма у летчиков такая стильная, что я уже забыла, куда лечу, но зато помню, как она выглядела. Приди и полюби меня. Танцуем с сестрой Crazy Dance и ставим веселую точку перед посадкой в самолет. Спасибо, что путешествовали с нами по этому музейному маршруту. А наш самолет готов взлететь в любую минуту. До новых встреч, друзья! Белый коридор, мужчина исчезает вдали. Красная дорожка, теперь я иду. Кадры и время меняются, но чемодан – наш общий спутник.
мигающая взлетная полоса. Иду к самолету, как героиня своего ретро-путешествия. Самолет БА выглядит как блестящий ретро-лайнер. Бело-красный корпус, округлый нос и крылья. Время остановилось и пригласило нас зайти на коктейль. Музыка в воздухе, Светлана танцует, посылая воздушный поцелуй. И как после этого не взлетит настроение? Чемодан стоит один. Видно, опять решил лететь без меня. Ну все, я в свободном полете. Заглядываю в пилотскую кабину. Вижу 2 кресла, рация, баллоны. Ну все, наш самолет точно собрался в экспедицию на Марс. Жалко, что еще не придумали кнопку для Wi-Fi. Под самолетом мерцает взлетная дорожка, как в фильме 60-х, где каждый кадр обещал приключения. Всем приятного просмотра и мягкой посадки. До следующего фильма!